Думаю, никто не удивится тому, что Кавказ известен своими воинственными жителями. Это обусловлено геополитическим положением данных земель. Находясь между западной и восточной цивилизациями, будучи по соседству с Ближним Востоком и основными ветвями Великого Шелкового пути, Кавказ всегда был лакомым кусочком для амбициозных завоевателей. Установление господства в этом месте позволяло оказывать влияние как на Понтийско-Каспийскую степь, так и на земли Месопотамии, Малой Азии и даже Леванта. Все потому, что Кавказ будто массивный щит заслонял от внезапных набегов опасных кочевников земли от Анатолии до Каспия. Многие из великих попытались счастье взять эту естественную цитадель силой, но почти каждый либо уходил ни с чем, либо добивался лишь частичного успеха, после чего также был вынужден оставить это желанное место. В чем же заключается тайна неудач каждого, кто попытался захватить и обосноваться в этой важной области? Конечно же, основой защиты Кавказа являются особенности местности. Ведь кавказские годы делают эти земли тяжелым испытанием для большого войска, а пути ко многим ущельям недоступными вовсе. На этом была основана вся логика действий местных жителей в войнах с оккупантами. Но технологии не стоят на месте, а значит, так или иначе у захватчиков появился бы способ улучшить коммуникацию для своих солдат и, наконец, завладеть Кавказом. Сейчас подходящий момент назвать еще одно объяснение появления сложностей у каждого, кто попытался подчинить себе эту землю. Кавказцы обладают чувством абсолютного неповиновения кому-либо, и в моменты, когда кто-то пытался установить над ними главенство, это неминуемо выливалось в освободительное движение. Касается такая особенность не только чужаков, но и даже своих. У многочисленных кавказских наций, таких как черкесы и грузины, были князья, но они не имели абсолютной власти, как это было в ту эпоху на Ближнем Востоке, и не всегда являлись указом для местных жителей. Что касается более маленьких этносов, то у многих вообще никогда не было князей или единого вождя. Взамен этого ответственным был совет из наиболее почитаемых и уважаемых людей. Они де-факто замещали собой феодализм. Как видите, жители Кавказа не выносили начальство над собой, потому можно сказать, что кавказцы обладают неким геном свободы, побуждавшим к постоянным боевым действиям и восстаниям. Но это несло в себе и негативные аспекты, как та же политическая нестабильность, не позволявшая установить фокус на эволюции общества и социальных институтов. Сегодня мы обсудим 5 выдающихся кавказцев, обладающих талантом в искусстве войны. Само собой, их было куда больше, но давайте оставим их для следующей части, а она появится в случае, если вы положительно оцените этот выпуск. Для этого напишите под видео, кого бы вы хотели видеть в аналогичном топе, кто, по вашему мнению, является величайшим полководцем Кавказа, а также не забывайте о лайках и подписке на канал. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о новых выпусках, а мы начинаем. А начать бы хотелось с известного лезгинского военного деятеля 18 века Хаджи Давуда. Для тех, кто уже видел выпуск о лезгинах на моем канале, значение этой личности в национально-освободительном движении Дагестана абсолютно понятно. Кто хочет ознакомиться, ссылка на видео будет внизу. К концу 17 века Восточный Кавказ находился под влиянием династии сефевидов, что и так вызывало недовольство местного населения. Но последней каплей стало введение непосильных налогов для пополнения казны. К тому же важное значение имело то, что наместники шаха, кызылбаши, были шиитами, а вот большинство населения Дагестана – суннитами. Тогда два эти течения ислама постоянно конфликтовали, вплоть до физического уничтожения оппонентов. В начале 18 века весь Восточный Кавказ оказался в бунтах и антикызылбашских движениях, но ополченцам не хватало единства.
Каждый выступал от лица своего общества, не всегда согласовывая свои действия с остальными восставшими. Потому инициативу взял на себя духовный учитель Южного Дагестана Хаджи Давуд. Сначала он смог сплотить возле себя лезгин, а после заключил соглашение о совместных действиях с соседними феодалами. Дагестанцы, объединившись, стали той силой, что могла не только вести войну с сефевидами, но и побеждать в ней. Хаджи Давуд захватил основные очаги шахской власти, в том числе Кубинское ханство, Шемахы и Шеки. С каждым успехом у него добавлялись союзники, желавшие также участвовать в освободительном движении. В какой-то момент земли от Дагестана до Зенджана стали местом для набегов восставших дагестанцев. Наместники шаха в этих областях не имели возможности объединиться для оказания достойного ответа. Многих из них спасали лишь высокие стены. Такие амбициозные действия не остались без внимания соседних гегемонов, и в Константинополе, и в Петербурге внимательно следили за событиями на Восточном Кавказе и выжидали. Хаджи Давуд начал испытывать сложности в снабжении войска, а также, понимая, что его движению нужна была легитимность, попытался установить контакт с влиятельными соседями. В 1722 году он получил ханский титул от османов на власть в Шемахинском ханстве. А часть его бывших дагестанских союзников попали под влияние российского государства. В итоге Кавказская коалиция была уничтожена. Спустя 2 года в Константинополе подписывается соглашение, где бывшие сефевидские земли были поделены между российским и османским государствами, а сам Хаджи Давуд в этом документе назван вассалом последнего. В мае 1728 года его позвали на обсуждение текущего положения хана, где он был схвачен османами и выслан подальше от Кавказа. Хаджи Давуд был выдающимся военным деятелем, сумевшим объединить Дагестан и поднять его на восстание, но ему не хватило политического опыта выжать максимум из сложившейся ситуации, чем моментально воспользовались в Константинополе. Дагестан известен тем, что его населяют множество этносов и племен, каждый из них имел свой золотой век, когда в какой-то момент обстоятельства позволяли нации объединить возле себя соседей и стать локомотивом всей области. И если в начале 18 века имя лезгинского полководца Хаджи Давуда звучало на всем Восточном Кавказе, то конец этого столетия можно смело назвать пиком достижений для аварского ханства. Чаще всего это величие связывают с выдающимся нуцалом Умма-ханом V. Он обладал необычайным умом, что выгодно отличало его от многих полководцев. Для начала хан заключил династические союзы с соседями, тем самым способствовав их лояльности. Основной же целью его походов стал Юго-Восточный Кавказ. Последние 200 лет там шли нескончаемые войны и восстания, а многочисленные ханства на землях нынешнего Азербайджана и Армении выглядели как мозаика, не являясь единой военно-политической силой. Точно такая же феодальная обособленность была и в Восточной Грузии. Вот уже несколько столетий ведущая войны с шахами. Умма-хан использовал совсем иной тип ведения войны, что помогло ему достичь выдающихся успехов. Тогда считалось, что нужно захватывать замки и цитадели, вступать в боевые действия с войском оппонента в чистом поле и только после этого выдвигать условия окончания войны. Но хан действовал иначе. Дагестанская конница молниеносно осуществляла налеты на незащищенные села, захватывала все, что можно унести, и пока весть о нападении достигнет феодала, нападавшие уже будут на пути домой. Нужно понимать, что на Кавказе в 18 веке не было такого понятия, как стабильная государственная граница и постоянная армия. Феодалу нужно было созвать войско, состоявшее из обычных жителей села, на что могли уйти недели. В итоге почти все такие набеги оставались безнаказанными, а хан, помимо легкой добычи, наносил значимый убыток феодалу, что уменьшало его возможности в будущем. Это была идеальная тактика, не имевшая изъянов. Целые области были опустошены, так как местные жители, опасаясь новых внезапных налетов, вынуждены были уходить подальше от границы.
С годами влияние хана только увеличивалось, как и его войско, что позволило ему делать набеги не только на заметно опустевшие соседние земли, а и заходить глубоко в тыл. Южнокавказские ханы и феодалы готовы были заплатить денег аварскому нуцалу, лишь бы он не беспокоил их земли набегами. Подобные выплаты делали почти все ханы Южного Кавказа, часть дагестанских обществ, чеченцы-акинцы и даже Ираклий II, правитель Картли-Кахети. Последний, к слову, вынужден был откупаться от набегов назойливого соседа в течение 10 лет, пока в битве у села Какабети, что в Восточной Грузии, войско Умма-хана V не было окончательно уничтожено. В следующем году хан внезапно погибает. Вместе с его уходом из жизни начинается закат Золотого века аварского ханства. Пожалуй, каждый слышал о восстании Шамиля и восточном фланге Кавказской войны, но почему-то отодвигается на задний план боевые действия на Западном Кавказе. А ведь именно здесь экспансия российского государства затянулась на целые 100 лет. Именно адыги, они же черкесы, и были главной целью начала векового геноцида. С них Кавказская война началась и ими же закончилась. Всем было понятно, что если удастся сломить дух адыгов, то выход к Кавказу лишь дело техники, так как к концу 18 века именно они были основной опасностью на Северном Кавказе. Тяжело было выделить одного полководца из их числа, но в этом выпуске остановимся на Тугужуку Кызбече. За доблесть и отвагу его называли Львом Черкесии. Вообще, эта война дала начало многим мифам и фальсификациям, потому документально обосновать то или иное событие достаточно сложно. Российские поэты и писатели той эпохи как могли восхваляли действия оккупационных сил, будто наступление цивилизации в диких джунглях. А сведения о подвигах кавказцев останутся лишь частью сказаний и эпоса местных жителей. Следовательно, стоит оценивать и те, и иные сведения без фанатизма, но в случае с Тугужуко слава о его военных победах шла по всему Кавказу, и о ней невозможно было умолчать. В течение нескольких десятилетий он беспокоил своими набегами кубанский участок Кавказской защитной линии. Также вступал в бой с казацкими частями, значительно уступая им в численности, но тем не менее побеждая. Особенностью этого полководца было то, что он лично участвовал в битвах, чем заслужил уважение у своих солдат. Но мужество Тугужуко и повлекло его гибель. По ходу взятия Вильяминовского форта из-за полученных увечий адыгский военачальник скончался. Кто знает, может, он еще долго смог бы стоять на защите своей земли, но Тугужуко Кызбеч не только умело командовал воинами, но и сам был воином, искавшим битвы. Его не единожды зазывали пойти на службу российского государства. Там бы он имел куда более выгодные условия лично для себя и своей семьи. Но все попытки склонить полководца оказались безуспешными. О молодости чеченского полководца известно немного. Он жил в эпоху выдающихся людей и изначально находился в их тени. Бейбулат Таймиев, имам Гази Мухаммед, имам Шамиль – все они возглавляли восстание, где активно участвовал и молодой выходец из аула Биной. Но его активность и желание участвовать в битвах были замечены, что способствовало увеличению известности. Как итог, после падения Гуниба в 1859 году и сдачи имама Шамиля, Байсангур уже обладал достаточным влиянием, чтобы вести самостоятельную политику в Чечне. Он отказывается сдаться на милость победителя и вместе со своими единомышленниками Атабай Атаев и Умадуев поднимает новое восстание. Нужно понимать, что к этому моменту в боях он получил ужасающие увечья, лишился глаза, ноги, а на его теле не было ни одного живого места без напоминания об участиях в войне. Свидетели описывают, что он не мог даже самостоятельно усидеть на лошади, из-за чего его вынуждены были к ней привязывать. Любой на его месте ушел бы на заслуженный отдых.
но Байсангур не мог оставить своих солдат без командования. После сдачи Шамиля он еще 2 года успешно вел боевые действия в Чечне, пока в итоге не попал в плен. Чтобы использовать его казнь в политических целях, военно-полевой суд установил повесить чеченского полководца на глазах у жителей Дагестана. Одному из местных было сказано выбить основу из-под ног Байсангура Биноевского, чтобы фактически гибель чеченца была на совести дагестанцев. Это известный способ искусственного создания конфликта между соседями с целью недопущения их объединения между собой. Видя, к чему все идет, полководец сам оступился, тем самым осуществив самоубийство, что является абсолютно недопустимым в исламе. Но этот поступок позволил избежать конфликта между дагестанцами и чеченцами. Даже находясь на волоске от гибели, он думал о Кавказе больше, чем о самом себе. На данный момент Таш Адам, или человек из камня, как его называли соотечественники, является одним из наиболее почитаемых чеченцев за свою стойкость и несгибаемый дух. Цитата, что вы сейчас видели, идеально описывает судьбу этого человека. В большинстве войн, где он участвовал, его позиции были намного слабее, чем у оппонентов. Его войско было меньше, хуже укомплектовано, шансы на победу сводились к нулю. Но под его началом солдаты чудом побеждали, либо достигали намеченных целей, даже тогда, когда это считалось невозможным. Его боевой путь начался еще с Российско-японской войны 1905 года, где Япония оказалась сильнее, но там он показал себя настолько отважным, что Николай II лично назначил ему аудиенцию, где Мазниашвили был удостоен высшей военной награды – ордена Святого Георгия. Позже он участвовал в Великой войне 1914 года, но после смены власти в 1917 году он тут же уезжает к себе на родину, чтобы служить грузинскому государству. В начале следующего года османы захватывают Батуми и пытаются двинуть войска дальше. Туда в спешке высылают Мазниашвили. Используя местных жителей и ополчение, он устанавливает засаду, заманивая оккупантов в нужное ему положение. Те, не замечая подвоха, делают именно то, что и ожидал от них грузинский военнокомандующий. Как итог, османы, попавшись в ловушку, сбегают с поля боя и отступают к изначальным позициям. Спустя 2 месяца большевики поднимают восстание в Абхазии, и снова Мазниашвили выезжает на место, где успешно его подавляет. Оттуда же он выдвигается для участия в Сочинском конфликте. Тогда Грузия считала эту землю часть своей области Абхазия. Коммунисты на этих землях создали Кубанскую Советскую Республику, а войска Деникина пытались захватить все бывшие владения на Кавказе. По итогу Мазниашвили удалось захватить Сочи и Туапсе, что позволило начать дипломатическое обсуждение будущего этой области. Но уже к концу года его назначают главнокомандующим в армяно-грузинской войне. Тогда южные соседи хотели заполучить все смежные земли, где большинство или значительную часть населения составляли этнические армяне. Эта война была полной неожиданностью, потому Мазниашвили буквально на ходу вникает в положение войск и начинает действовать. Считается, что спасение Самска-Джавахети, Балнийского и Дманийского муниципалитетов от участи остальных южных земель – заслуга таланта этого человека. Спустя 2 года Советская Россия совместно с кемалистами начнет оккупацию Южного Кавказа. Мазниашвили будет одним из тех, кто встанет на защиту Тбилиси. И хотя соотношение численности войск изначально давало понять, за кем будет победа, грузины отказались сдаться. Под командованием полководца случился занимательный казус. Количество советских солдат, попавших в плен к Мазниашвили, лишь немногим меньше, чем количество всех подчиненных ему войск. Исходя из ситуации, он должен был лишь отступать под многочисленным давлением, но мало того, что ему удалось отстоять свой участок, так он еще сделал вылазку, в ходе чего были захвачены пленные и начато наступление. Но один в поле не воин. Советские части, используя численность, обошли Тбилиси, и дальнейшая судьба была очевидна.
нужно было отступить во избежание обхода с тыла. А дальше случилось то, чего никто и ожидать не мог. После установления советской власти коммунисты нуждались в таком полководце и считали его настолько талантливым, что готовы были выписать амнистию и взять на службу. Как меньшевистский генерал ты объявлен вне закона, и любой может тебя расстрелять, поэтому переходи на сторону большевиков. На что Мазниашвили ответил: «Я не меньшевистский и не большевистский генерал. Я грузинский генерал». На самом деле они хотели использовать его для освобождения Батуми, что был занят кемалистами по соглашению с теми же большевиками. Но сделать это нужно было чужими силами. Тут идеально подходил Мазниашвили. К удивлению всех, он мобилизовал остатки грузинского войска и снова выбил кемалистов из Батуми. Дважды за 2 года. Этот человек положил свою жизнь за отечество и буквально единолично занимался спасением национальных земель, обладая магическим талантом побеждать, не имея для этого возможностей. После установления коммунистической власти его обвинили в подготовке антисоветского восстания и выгнали из Советского Союза. Он вынужден был жить на Западе, но его душа тяготила к дому. По итогу Мазниашвили вернулся на свою землю, но в ходе сталинских чисток и самого полководца, и его сына убили. Накануне Великой войны. Сегодня мы познакомились с 5 выдающимися людьми Кавказа в военном деле. Вообще их, конечно же, десятки, если не сотни. Потому если вы хотите увидеть еще один выпуск по этой теме, не забывайте написать в комментах, кого вы считаете величайшим полководцем Кавказа и кого хотели бы видеть в следующем видео. Помните, что лайк и подписка помогают этому выпуску двигаться в топ, чтобы его увидело как можно больше людей. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.